одна причина того, почему ты вообще стесняешься себя снимать на камеру, говорить что-то на камеру, почему возникает это непонятное, неловкое, странное чувство, когда ты забываешь текст, когда ты не знаешь, что сказать, когда тебе кажется, будто ну что-то вообще не так идет, ну почему там другие люди спокойно себя снимают на камеру и чувствуют себя замечательно, а у тебя возникает какое-то непонятное чувство. Давай начнем, и есть этому всего одна причина, но дополнительно, параллельно у некоторых людей бывает такое то, что их стеснение на камеру, снимать себя, может быть, в общественном месте, да даже банально дома, вызвано их внутренними какими-то блоками, какими-то, может быть, зажимами, может быть, неудачным там опытом из детства и прочее, 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 о чем вам расскажут психологи. В этом я не эксперт, этому я вас учить не буду. Сегодня мы поговорим о другой причине. Главный момент тут в другом. У половины таких людей, которые думают то, что их причина стеснения на камеру это какие-то их блоки или зажимы, на самом деле это банальное отсутствие опыта. Просто вы мало себя снимаете, вы мало говорите на камеру, у вас просто нету в этом практики, и само собой, в самом начале это идет сложно. Самый простой способ тому, как вообще получить больше такого опыта, как вообще научиться говорить очень круто, очень классно, очень интересно на камеру, чтобы люди вас слушали, чтобы человек, который открывает ваше видео, просто влюблялся в вас и не закрывал ваше видео до самого конца. Банальная практика. Казалось бы, просто идем там, снимаемся на камеру и все прочее, но не всегда это сработает. Можно себя месяцами снимать просто на камеру и не видеть никакого прогресса. Тут главная такая задача. Мы каждый день, там, каждый вечер, может быть, каждое утро берем камеру перед собой, ставим ее, можно держать в руках, кому как удобней, это не принципиально. И ставим таймер на 1 минуту. Либо смотрим на самой камере, у кого такое есть, то, что снимаем себя 1 минуту. И задача не тупить 30 секунд на эту камеру, а потом что-то пытаться сказать, а поставить себе четкий такой план. Эту минуту ровно говорить, непрерывно. То есть любые мысли, любые слова, любые звуки, все, что придет в голову, начинать говорить, но самое главное, чтобы вы ни на секунду не замолкали. В этом как раз таки и заключается смысл этого упражнения, и только при таком условии будет хоть какой-либо значимый эффект, потому что тут мы тренируем не только свою речь, непрерывно как-то говорить, как-то внятно, а еще немножечко мы тренируем свой мозг, уметь подбирать нужные слова, нужные словосочетания, чтобы когда, допустим, мы разговариваем по тексту, что-то говорим на камеру, что-то записываем по сценарию большому, который мы давно сидели, писали и очень много времени на него потратили, как обычно это делаем. И в этом как раз таки и заключается основной эффект этого упражнения, когда мы именно непрерывно в течение 1 минуты говорим на камеру. То есть мы можем потратить на это 3, 5, 10, 15 минут, но наша главная задача научиться непрерывно говорить 1 минуту на камеру. Тогда мы имеем какой-то эффект, тогда мы имеем результат от этих вообще упражнений, и тогда есть смысл этим заниматься. Просто снимать себя на камеру, что-то пытаться там что-то пытаться сказать, это не будет работать. Важно именно снимать себя. Но есть еще один момент, который мы должны проделать при этом упражнении, чтобы получить еще больше эффект, и чтобы наше становление речи и навык говорить на камеру вырос намного быстрее, намного сильнее, нежели чем тратить на это 3 месяца. И это тот момент, когда вы пересматриваете свой ролик. Да, это может быть банально, но когда мы пересматриваем эту минуту и начинаем замечать в своем поведении, в своей речи, в своей жестикуляции какие-то несостыковки, то, как мы не хотели себя вести, то, как мы не хотели говорить, мы это запоминаем. Это записывается на подкорку головы или как там объяснят наши любимые ученые. Тут не суть важно. Главное, что мы это запоминаем. И в следующий раз, когда мы включаем камеру, ставим 60 секунд таймера, начинаем что-то непрерывно говорить, мы уже вспоминаем те моменты, которые нам не понравились в предыдущий раз, и просто не используем их, просто говорим чуть ли иначе, ведем себя как-то по-другому, делаем руками какие-то другие действия, какие-то, может быть, новые, необычные для вас, и как раз тогда появляется вот этот самый навык говорить интересно на камеру таким образом, чтобы люди хотели вас слышать. Тогда появляется вот эта небольшая изюминка в вас, в вашем формате речи, в вашем формате вообще видео, которое вы записываете, когда люди хотят и готовы смотреть ваши видео только потому, что это вы, потому что у вас свой определенный темп речи, у вас определенная своя жестикуляция, поэтому люди вас будут смотреть. Внизу в описании найдете телеграм-канал, где еще больше пользы по съемке, по ютубу и по всему, что с ним связано, а также ссылка на мои курсы и бесплатный материал со статьями по тому, как раз таки говорить куда лучше на камеру, какие есть еще фишки, как еще быстрее и интереснее научиться делать, и несколько курсов по тому, как снимать интересные ролики и по тому, как получить очень хороший успех на самом ютубе и набрать большую аудиторию.